В особняке воцарилась пугающая тишина. Не от шума и не от крика, а от поступка, который никто не ожидал увидеть. Под хрустальной люстрой в просторной гостиной стояла мисс Кларис Бенсон, известная светская львица и невеста миллиардера. Она, как и прежде, резко подняла руку, собираясь ударить служанку. Персонал замер. Все знали, что это для нее привычка. Но удар не последовал. Чью-то руку Кларис удержали. Твердо, уверенно. Это была новая горничная, Амелия Уотсон, тихая девушка, проработавшая в доме всего 2 дня. Никто не ожидал от нее ни слова, ни взгляда, тем более сопротивления. Но она стояла спокойно, не позволяя руке опуститься. В этот момент в дверях остановился хозяин дома, Чик Андерсон, молодой миллиардер и владелец технологической компании. Он видел все, и впервые в его взгляде появилось сомнение. События, потрясшие дом, начались 3 неделями ранее. В Лагосе Чика уважали за доброту и скромность. Его невесту боялись. За закрытыми дверями Кларис унижала персонал, кричала и поднимала руку. Но при Чике она была другой, ласковой и безупречной. Амелия пришла работать, чтобы помогать больной матери. Ее сразу предупредили: молчи, терпи, не сопротивляйся. Но когда Кларис обвинила ее в краже украшения и снова замахнулась, девушка сделала невозможное, остановила ее. И правда начала выходить наружу. В особняк вошла миссис Тереза Браун, женщина, воспитавшая Кларис. За ней появился отец Кларис, мистер Роберт Бенсон. Под давлением он признался: много лет назад Кларис уже обвиняла служанку в краже. Тогда все закончилось трагедией. Девушка погибла, спасаясь от побоев. Брат погибшей, Сэмюэл Ара, нашел Кларис. Он пришел не за местью, а за правдой. Его слова, как и запись на телефоне Кларис, разоблачили все. Брак с Чикой был частью плана, ради денег, власти и контроля. Чик слушал молча, а потом принял решение. Свадьбы не будет. Кларис передали полиции. Прошлое настигло ее, как бы далеко она не бежала. В доме стало тихо, но впервые эта тишина была облегчением. Позже Чик подошел к Амелии. «Ты не боролась. Ты просто не дала злу продолжаться», — сказал он. «Иногда достаточно одного человека, который скажет «нет», чтобы рухнула ложь, построенная годами. И именно с этого момента для всех началась новая жизнь».